Всем привет! Меня зовут Мира. Добро пожаловать на мой новый осенний влог. В этом видео мы с вами посетим Кота кафе, приготовим тыквенные булочки, свяжем гирлянду и слепим милый декор для комнаты. Осень пролетает очень быстро, и я не всегда успеваю наслаждаться этим чудесным временем года, поэтому, чтобы у меня была мотивация создавать себе осеннее настроение, я решила начать снимать этот влог и каждый день делать что-нибудь для поднятия этого самого настроения. 6 октября я решила приготовить тыквенные булочки. Они делаются из дрожжевого теста и будут в виде тыковок. Первым делом нужно запечь тыкву, чтобы она стала мягкой, и пюре мы будем добавлять в тесто. Я порезала тыкву на хаотичные куски, избавилась от семечек и поставила в духовку на 200 градусов на час. На самом деле такого размера тыквы нам многовато для этого рецепта, так что имейте в виду, что у вас, скорее всего, останется пюре и нужно будет придумать, куда его еще использовать. Все ингредиенты и граммовки я оставлю в описании. К остывшему тыквенному пюре добавляем растопленное масло, сахар, корицу по вкусу, а также в молоко я сразу добавляю дрожжи, чтобы они хорошо разошлись. Молоко у меня слегка теплое. Добавляем муку и начинаем замешивать наше тесто. Оно должно получиться мягким, воздушным, и оставляем его настаиваться где-то на час. Так хорошо у меня подошло тесто, и теперь мы приступаем к самому интересному — формированию булочек. Формировать тыковки оказалось не так уж и просто. Я для этого специально купила кулинарную нить. В общем, наша задача — перевязать булочки, чтобы получились тыквенные дольки. Затягивать слишком сильно не нужно, иначе тесто врежется в эту нитку. Сложность заключалась в том, что тесто было очень-очень мягкое и даже немного прилипало к рукам, поэтому было как-то тяжело управиться с этой ниткой и положить ее в нужную сторону. Конечно, не идеальные у меня получились дольки, но как раз похожи на настоящие тыковки. И у нас получаются вот такие ароматные золотистые булочки. Чтобы сделать их еще более симпатичными, можно растопить сливочное масло, покрыть им булочки и обвалять их в смеси сахара и корицы.
И для еще большей реалистичности я добавила разделенные пополам палочки корицы. И вот такая красота у нас получилась. Очень вкусно. И этот рецепт подходит тем, кто не очень любит тыкву, потому что в булочках она практически не чувствуется. В кафе с котиками. Довольно популярное место в городе, но я еще ни разу там не была. $50 минут в комнате с котиками, и одно угощение для них стоило $15. И в эту стоимость также входил один напиток на выбор. Было очень уютно. Атмосфера в кафе меня очень порадовала, было прям комфортно. И котики, конечно, мягкие, пушистые и очень милые. Кстати, это кафе является приютом для котиков, и они раздают их в добрые руки. Jimmy loves to pet his dog, and he loves to hug his mom, hug his mom. Jimmy loves to walk his dog, Jimmy loves his big black dog, his big black dog. Drinking out the bottle when I see him at night. Every time I see him, it just doesn't feel right. How are you? Broken into clear water flowing by the waterfall. Way back on the other side of school in the fall, when I knew something was with you, my friend.
После того, как заканчивается время с котиками, можно просто посидеть в кафе. Мы пили свои напитки, у меня был манговый холодный чай, и там очень атмосферно, приятно сидеть с таким теплым светом, в общем, очень уютно. Комната с котиками отделена стеклом, можно все равно за ними наблюдать. If the trees could talk, they would say, don't cut me down, don't cut it down. Всем привет! Сегодня 9 октября, среда. Я пришла с учебы, немножко отдохнула и решила, что хочу сделать что-нибудь для декора комнаты такое осеннее. У меня еще осталась пряжа с прошлых проектов, так что я думаю, я хочу сделать какую-нибудь гирлянду на вот этот стеллаж. И еще у меня довольно много самозастывающей глины, так что можно что-нибудь слепить. Опять чувствую, что я заболеваю. Это ужасно, потому что у меня столько дел. У меня еще впереди несколько маркетов этой осенью, и нужно активно готовиться. Нет времени болеть совершенно. Но на этой неделе у нас хотя бы погода теплее. Это уже хорошо. Сходили мы в это кота-кафе в понедельник. Было очень уютно. Мне очень понравился интерьер в этом кафе. Все такое винтажное, прям идеально подходило даже к моему образу. Вот, так что, мне кажется, получились хорошие фотографии. Ну и сами котики, конечно, безумно милые. Они, правда, большую часть времени просто спали. И после кафе мы немножко прошлись по улицам, просто с частными домами. Так атмосферно. Эти большие деревья, которые образуют такую аллею с уже пожелтевшими листьями. И дома даже некоторые были украшены уже по-хэллоуински. Тоже мне безумно понравилось просто гулять по улочкам. В общем, что я хочу сделать? У меня есть оранжевая пряжа. Это не все, еще немножко. Немного красной и белая. Я думаю, из вот таких вот цветов я хочу сделать гирлянду с грибочками. Я хочу сделать мухоморы, но красной у меня совсем мало, вряд ли хватит. Так что посмотрим. Скорее всего, будут оранжевые мухоморы. Но мне не хочется покупать новую пряжу, хочется уже использовать то, что есть, как раз остатки. И вот такой вот у меня кусочек глины. Я ее открыла, когда готовилась к маркету летом. Огромный брусок, но я хорошо его запаковала в пакетик, так что она до сих пор мягкая. Будем ее использовать. Я думаю, я хочу слепить какие-нибудь тыковки, просто чтобы поставить, опять же, на стеллаж. Просто какой-нибудь милый декор. Я думаю, тыквы самое простое, что можно сделать. Или можно еще привидение. Я видела такую картинку на Пинтересте. Не знаю, что начать первым. Лепку или вязание. Но фигуркам нужно будет еще застывать перед тем, как их покрасить. Так что я, наверное, начну с лепки. Я на Пинтересте, опять же, видела такие картинки тыковок из глины, как из мультика «По ту сторону изгороди». Такие немножко криповенькие. Вот. Но хочется, наверное, что-то в таком стиле, но более милые. В общем, где-то посередине. Чуть-чуть криповенькое, чуть-чуть милое. Как обычно я все делаю. И нам еще нужна фольга, чтобы сделать основу. Я сделала шарик из фольги и стала покрывать его пластом из глины. Кое-как я это все раскатала, выровняла, не стала сильно заморачиваться и добиваться какой-то гладкости. Далее иглой я сформировала такие тыквенные дольки и прикрепила черенок. Добавила немножко фактуры и катером для полимерной глины вырезала отверстие для глаз. И еще добавила немножко деталей.
приведение сделать еще проще. Я сформировала из фольги также небольшую заготовку и на нее просто положила пласт глины и попыталась сформировать такие складки. Я подождала несколько дней, и когда глина застыла, стала покрывать акрилом. Намешала такой цвет из оранжевого и светло-коричневого, и в 2 слоя просто покрыла ее. Широкую куда я захочу в стены. И тут мне хочется прям разгуляться. Я хочу не просто, чтобы отдельные постеры висели где-то в подходящих декор местами, то, что было на кухне, будет перемещаться куда-нибудь в комнату, в рабочее пространство, но для того, чтобы понимать, что куда мне ставить, что можно их поставить не у кровати, а можно их соединить. Отверстие для глазок сделала черным. И для приведения тоже просто черным сделала отверстие для глазок и рта. Это была комната принцессы, чтобы освещать всю комнату. Я точно знаю, потому что у меня в подруге такое. Получилось очень мило и атмосферно, особенно в темноте, прямо так интересно смотрится на стеллаже. Ну и теперь давайте приступим к вязанию. Начала я с создания шапочек для грибов. В этот раз я делала все на глаз. Паттерн очень простой. Сначала я сделала 4 воздушные петли и соединила это в кольцо. Можно сделать также кольцо амигуруми, как кому удобно. В кольцо провязываем 8 полустолбиков с накидом. В следующем ряду делаем прибавку через 1, то есть в первом делаем 2 полустолбика с накидом, во второй петле 1 полустолбик, в третьей 2 полустолбика и так далее. И провязываем еще 2 ряда полустолбиков с накидом, без убавок и прибавок. Для белой части грибочков я вообще не заморачивалась. Сделала 3 воздушные петли и стала провязывать столбики без накидов по кругу. По-моему, во втором ряду я сделала 1 прибавку, в третьем ряду просто провязала, и в четвертом сделала убавки через 1 петлю. Но на самом деле это не так уж важно, можно делать все на глаз, если вы не перфекционист. Но вообще грибочки, конечно, в жизни никогда не бывают одинаковыми, поэтому добавим такой реалистичности. Так, красного цвета у меня хватило на 6 шапочек. Но я думаю, я на этом количестве остановлюсь. Будет такая мини-гирлянда. Так что мне осталось сделать 3 ножки грибных и пятнышки, и потом соединить это все. Такая вот небольшая гирлянда будет, но я померила на стеллаж, в принципе, нормально. Они еще не соединены, эти детальки. Уже когда буду к веревочке это приделывать, тогда и соединяются ножка с шапочкой. Сегодня такое солнце у нас, прям вообще. И когда нужное количество грибочков готово, соединяем все это вместе. Я сделала просто цепочку из воздушных петель. На концах сделала такие петельки, чтобы можно было закрепить на стеллаж. Для того, чтобы прикрепить грибочки, вставляем крючок в середину красной части, захватываем белую ножку, продеваем и делаем соединительную петлю. И далее продолжаем вязать воздушные петли. Расстояние может быть любым, смотря какая длина у вас гирлянды и куда вы хотите ее прикрепить, и как часто хотите, чтобы были грибочки на ней.
Я изначально сделала 6 грибочков, но в итоге укоротила и оставила 5. Так смотрелось более лаконично на моем стеллаже. Мне кажется, получилось очень мило. Выглядит так, как будто это какая-то ведьминская лавка, и у меня тут сушатся грибочки. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось это видео. И встретимся в следующих влогах. Всем пока-пока.